Всем привет! Особенно любителям науки. С вами Лаборатория Друзья. Его зовут Герасим. А его зовут Максим. И мы сегодня поговорим с вами о статическом электричестве. И помогут нам разобраться в статическом электричестве прекрасные штуки. Вот такие воздушные шарики. Да, вот они разные. Потом вот такая вот красивая штуковина, вращающаяся. Мы потом скажем, как она называется и как она работает. А и еще страшная штука, покажи, большая, мне не поднять. Это вот такая штуковина волосатая, которой я все время завидую. Обожаю слово штуковина, потому что с детства мне папа говорил: принеси вон ту штуковину. Да, видите, как можно назвать любую вещь штуковиной, и мы будем понимать, о чем идет речь. Но сегодня мы говорим не о штуковинах, а о статическом электричестве. Да. И чтобы разобраться, как оно образуется, что можно с ним делать, давайте разберемся в его как бы... Строении. Точно. Давайте, строение маленькой частички. Возьмем частичку атом. Это не самая маленькая, не самая большая. Пускай будет она. Атом – это его ядро. В ядре у нас находится положительный заряд. Его образуют протоны. Много маленьких протончиков там. У тебя здесь 2 протона? Представим, что Три здесь протона. 3 протона. А еще есть, знаешь, что важное? Да. Мне всегда нравилось рисовать. Получается такая планета, понимаешь? Вокруг атома летает кое-что. Что это летает? Вот, я специально тебе нарисовал. Эти частички, которые летают вокруг атома, называются электроны, и они имеют заряд отрицательный со знаком минус. Но здесь еще, знаешь чего? На орбитах есть, знаешь чего? Что? Пассивные частицы. Которые находятся между протонами и электронами, да? Да. Потому что плюс и минус, их нужно как-то уравновешивать. И есть нейтральная частичка, которая так и называется нейтрон. Вот она, буква, у нее нет заряда. Мы разобрались со строением атома. Да. Но теперь давай разберемся, все-таки статическое электричество – это электричество. Да, электричество. И оно образуется, когда эти или вот эти частички, протоны, электроны, начинают накапливаться. Вот так, допустим, сколько электронов летает вокруг ядра с 3 протонами? Я не знаю на этот ответ. В природе все стремится к нулю. Поэтому здесь будет летать 3 электрона. Вот так вот. 3 протона, 3 электрона, все, никакого электричества. И 3 нейтрона? И, наверное, нейтронов я не знаю, если честно. Нейтроны тоже там летают. Ну вот, и у меня появился вопрос к тебе. Давай. Значит, мы говорим об электричестве. Да. Значит, электроны есть. Это статическое электричество, это то же самое, что электрический ток в розетках? Ну, нет, конечно. Ладно, а ты же знаешь, что такое ток? Смотрите внимательно. Пишем слово ток. Что такое электрический ток? Давай. Ну, я знаю. Всем расскажи. Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Да, когда частички начинают бежать, они могут быть как отрицательные, так и положительные, вот тогда возникает ток. Но статическое электричество – это не ток. Это накопление какого-то заряда. Кстати, самое страшное, о чем я тебе хотел сказать и прочитал, если этот заряд накапливается, опасен ли он для человека? Ну, вообще, в некотором смысле, конечно. Ладно, вот шарик. На нем сейчас уравновешенное количество электронов. Но электроны могут накапливаться только на диэлектриках, правильно же? Ну, правильно. Диэлектрики, по-другому, это материалы, которые не являются проводниками. Вот мои искусственные волосы тоже не являются проводником электрического тока. Но сейчас я возьму шарик, возьму волосы, начну натирать, и в результате трения вот эти электроны с волос будут переходить прямо на поверхность этого шарика. Так как внутрь они проникнуть не могут, они скапливаются на поверхности. Давай. Итак, и возникает дисбаланс. И называется это разность. Потенциал. Вот твое любимое слово, потенциал. Он любит слово потенциал. Так вот, сейчас у них потенциалы у волос и у шарика одинаковые. Начинаем натирать. И смотрите, электронов на шарике накопилось очень много. И сейчас я поднесу шарик к бумажкам, и эти электроны попытаются убежать в бумагу, и возникнет вот такое притяжение. Но если вы не верите мне, я могу натереть шариком волосы, взять волосы и тоже поднести к бумаге, и бумага тоже к ним прилипнет.
Потому что заряд вот здесь, на волосах и на шарике, он разный. Статическое электричество возникает в результате трения, потому что только вот таким механическим способом мы можем выбить частичку, электрон или протон, из атома. Земля имеет положительный заряд, пускай поверим это, положительный заряд. Но облака и их частички трутся друг об друга. Облака прям трутся, тут много маленьких облаков. И забирают друг у друга электроны, и, в общем, в облаках образуется отрицательный заряд. И когда этих отрицательных электронов образуется много, то вот здесь возникает пробой. Это и называется молния. Электроны, их здесь много, они пытаются уравновесить количество протонов и меняются зарядами. И все. Вот, кстати, было следующее изобретение, которое мы должны вам показать. Здесь тоже есть два диэлектрика. И есть специальные щеточки, мы их можем увидеть. Они будут собирать механическим способом электроны вот с одного круга и другого. И разделяться они будут вот по этим разным лейденским банкам. Их так называют. Меня уже стукнуло током. Да. Мы крутим два этих круга. Я боюсь, что штуковина, она очень сильно бьется. И положительный заряд накапливается на одном бочонке, а отрицательный на другом. И если их соединить вместе, мы увидим... Уже было видно, но я специально сейчас приблизил их ближе, чтобы, смотрите, было выстрел виден. И вот смотрите, мы сейчас тоже, кстати, не можем определить, откуда и куда. Всегда ли с одной стороны бежит? Непонятно, нужна высокоскоростная камера. Смотри, хочу провести эксперимент, который мы не планировали. Что будет? Бумага притягивается как к этому, так и к другому шарику. Но бумага перескакивает с одного шарика на другой. Смотрите, как здорово. Видишь, где получается больше? Она ведет себя как живая. О, они подружились. Оп! Оп. Нет, разделились. Видите, заряды разные, поэтому они перескакивают друг напротив друга. Опа! Ну а теперь покажем вам вот эту вот штуковину. Она будет вам идти бонусом. Еще раз немножко теории. Эта штуковина называется генератор Ван дер Графа. Он очень эффективно натирает внутри этого шара щеточки. Накапливается большой электростатический заряд. Здесь примерно 5000 вольт, а то и больше. И вот эти вот волосы, которые на нем присутствуют, на них будет накапливаться много электронов. Так много, что каждая волосинка начинает отталкиваться от другой, потому что, слишком много электронов. И она будет искать место, куда ей нужно убежать.